Мы на станции метро Термини едем в метро Либия, Меркатина Узата, Сомалия. Людей мало, потому что это короткое ответвление, и она не идет в центр. Кстати, по одной и той же линии, да, едет две электрички, просто с разным временем. Ой, сегодня не так жарко, хорошо. И мы идем в Макдональдс, нам по пути встречается. Если что, есть где перекусить. Так что там 100 метров, и мы уже возле магазина. Вот мы и добежали. Судин. Я Сомалия. В общем-то, мы доехали за час 10 из дому. Сколько мы ехали? Минут 40 на электричке, да? Ну да, просто и стояли. 10-15, потому что мы не знали хорошо маршрута. Если бы знали, то доехали быстрее. Так бы немножко растерялись, пока метро нашли, пока свою линию. Ой, такие страшненькие стулья. Не очень. Какие. А это барные. О, а вот эти вазы, кстати, ничего. Такие, да? Тяжеловесные. А сколько он стоит? Вот этот мне столик раньше нравился. 1500. Нет, 1600. А это с креслами, походу. 961 ваза стоит. Она почти с меня ростом. А, кстати, вот такая ваза витринник красивая. Она мне подходит, но за 40 евро я ее покупать не готова. Идем дальше. Даже скатерть с птичками здесь. Красивый. 600. Это сервис 689 евро стоит. 3 на 7. Ой, красивые вот эти бутылки за 54 евро. Очень мне нравятся. Но дороговато. Ваза 120. 43. А вот вверху 9. И еще такая же точно, по-моему, тоже 9. Такие вот 3 баночки, это Велерой Бок, я знаю, 55 евро. А вот такая одна стоит 13, тоже Велерой Бок. Такая дама какая-то. Расчески. А, точно. Только Максима принесла лучше, там еще был большой глаз от сглаза. На входе мне приглянулся вот такой вот чайник интересный из меди. Крутила его, крутила. Дороговато, но в принципе вариант неплохой. Интересные чашки синие. Тоже рассматривала их для покупки, но что-то пошло не так. Не взяла. Много всяких блюд, тарелок интересных. Вот этот кувшин мне понравился большой. Таких огромных размеров, внушительных. Это просто ваза. И вот, смотрите, подсвечник. Я намеревалась его купить. Но мама мне сказала, он грубоват, не очень красивый. Оставь его на месте. Как вы думаете, правильно ли я сделала, что не купила? Вот смотрю, немножечко жалею. Угу. 55 евро. Это супничка такой. Угу. Кстати, смотрите, какое кашпо, бамбук, 34 евро. Очень большое. Вот, смотрите, вот. Ну, сантиметров, наверное, 20 в высоту, может, 18. Я не знаю, как у меня размах руки. Made in Italia. Кстати, не так уж и дорого. Ну, 34, ну, не так уж и дорого для такого размера. Намеревалась уже купить вот этот подцветочник, кашпо, вот. А он щербатый, оно щербатое. Вот такого плана бокалы, как у меня. И, кстати, вот это вот, по-моему, полка. Она отколотая, но смотрится красиво. Это ваза симпатичная, 99 евро, но она тоже, видите, щербатая вся. Я не пойму, за что такие деньги.
Почему я покупаю иногда на Винтеде? Потому что на Винтеде стоит гораздо дешевле. Покупаешь непосредственно у продавца. А в магазинах это же все равно они посредники. И получается вроде как дороговасто. Это что? Просто такая полочка, да? Вот, смотрите, какая лампа красивая. 399 евро. Сейчас я вам покажу ее. Вот. Подумываю, кстати, над этой уточницей. Сюда можно, кстати, паштет складывать и еще что-нибудь. Сколько стоит? 119 евро этот палец стоит. Эта ваза, кстати, 12. Боже, я за кого-то зацепилась. Вот за вот эту штучку. Хорошо, что там ничего не было. А то бы затрахтела бы так. 16,90. Свечник. А ничего. Кстати, вот это, думаю, над этим кувшином очень интересно. Он такой старинный, внутри он такой грязнючий. Да, идем дальше. Ой, супница такая, как моя. Почти. Так. Ситечка маленькая такая, с тарелочкой. Вот, смотрите, какая шкатулка. 5 евро. Нравится вот это блюдо вдалеке, ну не знаю. Чашка. Просто декоративная тарелочка. Подставки под книги, вот эти две. Это я не знаю. Это для цветов. Вставляете в эти дырочки. Сначала воду наливаете, а потом цветы в дырочки вставляете. Я такое уже видела. Ух ты, это что, альбом фотографий такой? Старый. Зеркало. Ой, какие красивые. Дошла до синей посуды, но ничего пока интересного не нашла. Вот красивая бутылья, девушка. Да ничего вроде. Ну, сдалека непонятно. Ну, пока ничего красивого. Ну, вот эти вот неплохие. Ну, нет, не то. Все не то. Для меня не то. Может, для вас, конечно, что-то и нравится, конечно же. Так. Ух ты.
магазинах такого типа, как вы видите, вся посуда, все предметы быта разделены по категориям. Сейчас я смотрю железную, скажем так, медь, латунь и так далее. Вот эта вазочка симпатичная. Сразу видно, что она старенькая. Кстати, не сильно дорогая. Я подумала над ней, но потом поняла, что мне она незачем. Я не знаю, как ее использовать. Очень много разных кувшинов, как видите, грязных. Их нужно чистить, приводить в порядок. Много интересных вещей. Были даже кувшины. Я хочу себе приобрести кувшин какой-нибудь стеклянный, с красивой железной крышкой, окантовкой. Но в этом Меркатино я не нашла. Дальше идет хрусталь. Хрусталь тоже в большом количестве. И вазочки, стаканчики, тоже графинчики. Много всего. И немножечко просто выставочных экземпляров. Вот такие вот мужчины. Вот тоже тарелка выставочная. Есть очень красивые картины. Кстати, вот это неплохая. Вот это какой-то чертик с дудочками. Я не знаю, как он называется. Но цены вам покажу. Здесь, может, не сколько картины, сколько очень красивые дорогие рамы. Вот этот подсвечник симпатичный с ангелочками. Мне нравится такая посуда. Ой, не посуда, извините, такие подсвечники. Лампы. Ну и напоследок такой вот шкафчик. Очень красивый, расписной. Я вам здесь покажу немножко мебели, но потом пойду в отдельный зал. На самом деле мебели огромное количество, и тумбочки, и столы, и шкафы, и шикарные кресла, и расписные столы сверху, и стеклянные. Посмотрите, какие два кресла, а вот стол. Просто сумасшедшие. Мне здесь понравились вот такие вот для книг держатели. Но у меня, правда, есть два мраморных, и мне не нужно, просто показывают вам. Зеркала, конечно, есть из чего выбрать. Большой, много товара, скажем так. Вот этот столик мне понравился, показался интересным. Да, тут его нужно, конечно, делать. И вот видите, уже цена снижена до максимума, до минимума, 35 евро. Внутри есть вот такие стеклышки, они просто поотклеивались. Сверху крышка, как видите, открывается. Он небольшой, ну такой, знаете, как витрина. Я сказала Массимо сказал, нет, еще один стол, я не переживу. Ну, вот так. Остался он стоять для других. Как видите, я уже дома. Вот купила такие красивые розочки за 3 евро. 20 штук. Давайте о покупках. Мама купила вот такую вот форму для льда. Не форму, а как ледницу, да, чтобы туда складывать лед. Но сейчас приспособили под цветок. Пока мама домой не едет, пока стоит вот таким образом. Она сама предложила, я согласилась. Дальше я вот купила такую вот паштетницу с уточкой. Как видите, она не сильно маленькая. У нее даже есть внутри стеклышко, которая отделяет, видно, паштет от крышки, не знаю, для чего она внутри. Ну, вот такое. Я уже начистила, как видите, оно у меня блестит, як 2 копейка. Далее, вот такую лампу купили мы. Очень красивая, я не смогла устоять, мне очень она нравится. Она синяя, как я люблю в последнее время, вот с такими золотыми ножками. Просто удивительная лампа. Я когда ее увидела, у меня начали трястись руки. Я сказала, мама, я хочу, я не могу уйти без нее. Вот такая вот красота. Правда, сверху торшер, абажур мой. Она была без абажура. Вот такая вот чудесная лампа. И последняя, это вот такой диванчик. Диванчик коридорный. Я его еще не помыла. Я хочу помыть и почистить заново. Наверное, его буду перекрашивать, потому что красочка немножко отплющивается. Но главное, вот эта рогожка целая и цветочки целые. Просто нужно немножечко привести его в порядок. Хотя сидушку я менять не буду. То есть вот эту вот мягкую обтяжку хочу оставить такую, как есть. Ну вот здесь вам, наверное, не видно, но я его уже немножечко помыла, потому что все вот эти вот детали, части внутри было просто черного цвета. Сейчас немножечко посветлело, но тем не менее все равно буду это все стирать, то есть чистить, зачищать и красить заново.
Вот такие были мои покупки. На этом все. Пока все спят, я пью кофеек. Обычно я встаю раньше всех, пью кофе, принимаю свои витамины. На этом все. Всем удачи, хорошего настроения. Пока.